Близнецы, здравствуйте! Ваша фея с вечной волшебной палочкой. Вот она. Снова спешит на помощь. Сегодня 3 случайные карты. Случайные почему? Все карты в гаданиях Таро, в любых предсказаниях, естественно, случайные, не выбранные. В середине гадания для вас, как и для ваших соседей по зодиаку, будет сюрприз, сказка на ночь. Но сначала мы должны достать 3 карты, которые опишут ваше будущее или обратят внимание на ваше настоящее. Как всегда, советы, предупреждения, предсказания и все-все, о чем карты считают нужным предупредить беспокойных, нетерпеливых и очень поздно ложащихся спать близнецов. Итак, первые карты, они называются «Следование ангелам». Очень красивые, дорогие. Главное, чтобы все было дорого. Подумайте о своем, пожалуйста. Ваша задача сейчас получить ответы на свои собственные, персональные, личные вопросы. И если вы зададите картам, те самые свои вопросы, как бы про себя, про свою работу, любовь, личную жизнь, творчество, отношения с людьми, про покупку новой мебели или выбор нового дома, о чем угодно спрашивайте, карта ответит именно вам. Гадание будет полезнее таким образом, поэтому задавайте эти вопросы, пока я смешиваю карты. Итак, близнецы, 3 карты. Первая карта для вас. Кто это? 9 пентаклей. Посмотрите, что мы здесь наблюдаем на этой карте. Всегда важно карты оценивать, особенно если они не в духе символизма, не в стиле символизма, нарисован. Хотя там есть тоже что оценить и что рассмотреть. 9 пентаклей. Даже не зная, не понимая значения карты, мы можем догадаться, что карта это хорошая. Почему? Потому что женщина здесь изображена в дорогом платье. Просто так такого не бывает. Явно дорогое, чистенькое, постиранное, отглаженное платье. У нее очень спокойное и, полное достоинство лицо. А также у нее в руках и окружают ее какие-то предметы. Все эти птички, собачки, безусловно, что-то обозначают, но это есть, плохие карты те, где чего-то нет. Первая карта 9 пентаклей для близнецов. По-моему, это очень даже хорошее начало. Очень, не по-моему, а с точки зрения теории Таро, это очень хорошее начало. Посмотрим, продолжат ли карты так же хорошо. Золотое Таро выбрасывает вам карту. Шестерка пентаклей. Продолжается масть, понимаете? Снова пентакли, 6 пентаклей. Очень хорошая, такая добродетельная, очень практичная. Это карта гарантийный талон. Я ее так называю. Эта карта выпадает себе как гарантийный талон, как некоторая страховка. Однако мы пока это отложим. Обо всем здесь будем говорить по порядку. И гигантская Кроули. Еще такой набор карт у меня для вас. Гигантские карты Кроули. Посмотрим, что же будет здесь. Одна карта. Туз мечей. Что ж, в таком окружении это тоже очень хорошо. Срочный, решительный, дерзкий, рискованный туз мечей. Сказка. Сказка на ночь, я ее называю. Даже если вы смотрите это видео ранним утром на работе, на рабочем месте, все равно сказка на ночь. Это так называется. Не будем нарушать традицию. Сказок много, сказки эти очень хорошие. Для близнецов прекрасные, подходящие. Мне сегодня удается выбирать сказки
которые как-то сочетаются и с картами, которые выпадают знаком, и ну, с энергетикой самого знака и людей, которые под ним родились. Итак, сказка для близнецов, и только для близнецов, называется «Конь халифа Аль-Мамуна». Конь халифа Аль-Мамуна. Как скороговорку можно использовать для тренировки мышц языка. Итак, халиф Аль-Мамун имел роскошного породистого коня. И вождь одного племени хотел купить у него этого коня, но халиф ему отказал. Поэтому вождь решил взять этого коня обманным путем. Кстати, считается, не в обиду будет сказано, вы понимаете, да, что ничего личного, но считается, что именно вот у близнецов, именно близнецовские мозги лучше всего работают на всякие вот такие вот хитрые, так скажем, схемы. Именно близнецам проще всего придумывать там многоходовочки, спектакли различные, убедительные, да? Этот талант можно и в мирное время, и в мирных целях использовать, а можно, конечно, вот так, как этот вождь. И что сделал дальше вождь, чтобы обманом заполучить искомое, а именно этого коня? Он внимательно изучил маршруты халифа, по которым вот он ездит. И в один день он переоделся бедняком, и изобразил бедняка, который нуждается в помощи, и уселся перед домом халифа. Халиф, проезжал на этой лошади, увидел его, пожалел, слез с коня и посмотреть, слез с коня, чтобы доставить этого бедняка до ближайшего лекаря, до ближайшего доктора, больницы. И халиф помог этому бедняку сесть в седло. Как только этот вождь, переодетый бедняком, почувствовал себя уверенно в седле, он пришпорил коня и ускакал. И халиф вроде побежал догонять, но понял, что не сможет. И когда уже отдалился достаточно на безопасное расстояние, вождь обернулся к халифу. А халиф, вот именно халиф, да, бывший хозяин коня, сказал ему: да, хорошо, все, ты украл моего коня, ты победил, но, пожалуйста, пообещай мне одну услугу. Пообещай мне одну услугу. Тут уже суть идет сказки. Какую? Вождь спросил. И халиф отвечает, очень разумно: пожалуйста, не рассказывай никому, как ты заполучил моего коня, потому что в противном случае, если люди узнают про вот этот вот твой номер, они не будут помогать больным беднякам, которые лежат на дороге, из страха, что будут обмануты, как я. Понимаете, да? Вот так вот. По-моему, это серьезно, это содержательно. Насколько это подходит к теме ваших вопросов или к картам, которые выпали близнецам, мы посмотрим. Наверное, подходит, потому что посмотрите, что выпадает вам. Девятка пентаклей. Пентакли – практичная денежная масть. Поэтому сразу карта обращает ваше внимание на деньги, на материальные ценности, на разрешимые или неразрешимые именно материальные или хозяйственные вопросы. Девятка пентаклей как будто бы заверяет вас, что у вас в жизни сейчас все хорошо, даже если вы не верите или не замечаете, но вы богаты. В буквальном смысле. Я сейчас душевное богатство не имею в виду. У вас есть какой-то
очень продуктивный, да, потенциал, очень хороший, денежный. То есть, например, что я имею в виду? Вполне возможно, что у вас денежная работа, на которой вы, пусть сейчас не так много зарабатываете, но которая на будущее объясняет, дает вам возможности хорошо зарабатывать. Может быть, карта говорит, что ваш бизнес сейчас по объективным причинам, планетарным, да, застоялся, но все равно он ценный. Это целый запас активов, это целый запас ваших знаний, это может быть хорошая команда, которая вам помогает. То есть вы обладатель какой-то ценности, и в вашей жизни присутствует определенная финансовая дисциплина. То есть вы человек, который может, в отличие, кстати, от, например, других, сейчас очень хорошо посчитать, рассчитать, просчитать прибыли и убыли, свести дебет с кредитом. То есть у вас есть некая денежная система в жизни. Или будет, да, мы здесь оцениваем настоящее и ближайшее будущее. Или будет. В таком случае девятка пентаклей, например, обещает очень многим, тем более вот шестерка рядом, постоянный доход, достаточный и необходимый. Может быть, это не сумасшедшие деньги, это не выглядит как выигрыш в международную лотерею, там $500 миллиарда. Бывают такие выигрыши, кстати. Вот. Но это приход денег, и приход постоянных денег, и приход какой-то вот такой уверенности, знаете, стабильности, ну, что называется, финансовой денежной системы. Да, многим карты обещают новую работу с постоянной, гарантированной какой-то зарплатой. Это вот тот случай, когда, ну, вас берут на оклад, например. Или вообще работодатель обязуется очень, ну и по каким-то причинам не только обязуется, но выполняет и может это выполнить, очень вовремя платить, очень фиксированные деньги, достаточно большие для вас, потому что шестерка пентаклей говорит, что денег будет очень-очень-очень достаточно. То есть это не просто дисциплина, да, какая-то, но в дефиците, это дисциплина достаточности. Ну вот. Это очень хорошая карта для тех, кто сейчас запутался именно в деньгах. Если вы мечетесь, например, не знаете, там, чем сегодня долг заплатить, а завтра там, не знаю, страховку за машину, то вот так разрешится. То есть все придет как, ну, в какой-то порядок. Вот в первую очередь упорядоченность финансовой жизни карта обещает. И здесь есть еще туз мечей. Карта, которая ускоряет действия предыдущих, вот этих соседних, придает происходящему режим, знаете, какой-то онлайн, режим реального времени. То есть все это произойдет вышеописанное, да, ваши доходы случатся для вас резко, внезапно, максимально неожиданно. И самое главное, история потребует от вас риска, принятия и готовности сказать «да». Понимаете? И очень быстро собраться. Например, ну куда собраться? В командировку какую-то, которая хорошо оплачивается, а вы, например, не готовы, у вас там шнурки не глажены. Нет, нужно будет очень быстро сказать «да». Согласиться на какой-то проект, на какое-то предложение от начальства или от бизнес-партнера, кстати, согласиться на какую-то сделку, да, вот эти денежные карты в паре описывают и вам возможность что-то выгодно, ну, достаточно выгодно купить или продать. И здесь тоже туз мечей. Решаться нужно будет очень скоро, даже если весь этот проект кажется вам слишком срочным, даже неуместным или слишком рискованным. Вот такой вот набор. То есть мат ценности, которых, вероятно, недавно не хватало, потому что шестерка пентаклей – это все-таки карта милостыня, она называется. И в классических колодах на ней именно изображают сцену раздачи милостыни. Вот. То есть закроются ваши долги или закроются, пусть даже ваша прекратится, ну, знаете, ваши нервы, ваша неуверенность в финансовом будущем,
все как закроется. Знаете, как мне эти карты напоминают окно, например. Знаете, в каком-то доме разбитое окно без стекол, и ветер дует туда-сюда, и все выдувает, и достаток, и спокойствие, и мир из дома выдувает. А именно так, именно с разбитым окном я и ассоциирую дыры в бюджете, которые вот бывают у человека или у семьи целой, да. Это как разбитое окно. Это и некрасиво, с одной стороны, это всегда тревожит, и это не дает всему остальному, другим любым ресурсам тоже задержаться в этом доме. Все выдувается. А здесь как будто бы вот приходит такой волшебник, прилетает и вставляет новенькое, сверкающее, прозрачное, чистенькое стеклышко, да, то есть вот все восстанавливает раму, все заделывает, и все становится как бы на свои места, и вы успокаиваетесь, понимаете, что вам на все хватает, и делаете, может быть, даже какие-то покупки, о которых прежде не думали, и строите новые планы финансовые как бы на свою жизнь. Поэтому да, этот волшебник, это может быть новый работодатель или какой-то партнер в бизнесе, хороший заказчик, с которым вы надолго можете договор заключить, например, на обслуживание. Это многообещающие карты, которые близнецов разворачивают лицом именно к деньгам, к финансам, к каким-то практическим вопросам и советуют во всем торопиться, ничего не откладывать. Судя по всему, кризис у вас миновал, впереди кризис не предвидится, вот, и все вот это хорошее случится с вами настолько быстро, насколько вы быстро на это согласитесь, насколько быстро вы это впустите в свою жизнь. Но знаете, я допускаю, что среди моих зрителей, скорее зрительниц, есть много тех, кого интересует больше личная жизнь. Ну вот предположим, что с деньгами у вас все хорошо, да, вы давно определились, и вам про деньги скучно. А вы знаете, что про личную жизнь карты тоже говорят? Предложение от холостяка. Если вы именно на личную жизнь ориентируетесь, спрашиваете об этом, здесь есть предложение о браке, которое вот-вот прозвучит. А может, оно уже звучит? Ну, просто так завуалировано. Вот я в своей жизни, я вам даже должна сказать, слышала очень завуалированные, сталкивалась с этим, очень завуалированное предложение о браке. Вот, это предложение о браке скорое, очень скорое для вас. Девятка пентаклей, карта холостяков, карта холостяков и старых дев. По ней проходят люди, которым очень нравится жить в одиночестве. Вот. И это предложение от холостяка, предложение от человека, от которого его никто никогда не слышал и никто уже не ждет, включая тоже вас. И тогда шестерка пентаклей здесь очень к месту, очень объяснимо. Она говорит о возвращении не чувств, чувства-то, вероятно, никуда не девались, а возвращении человека. Возвращаются отношения, возвращаются разговоры, возвращаются возможности, в конце концов, быть вместе, наслаждаться обществом друг друга. По шестерке пентаклей каждый получает, чего ждет, или получает то, к чему стремится. То есть вы можете такое вот долгожданное предложение, ну, о бизнесе тоже, но про это я уже сказала, о браке получить. Вот так вот. Спасибо вам за то, что вы посмотрели это видео. Я очень надеюсь, что мы с картами оказались вам полезными. Увидимся.